Ее за спиной называли старушкой, хотя ей было всего 40. В госпитале Святого Винсента в Филадельфии она работала санитаркой, мыла полы, меняла белье, выносила отходы. Молодые медсестры посмеивались, не зная, кем она была раньше. Она не оправдывалась и не объясняла. Меган Уолтерс вернулась в США после 15 лет службы военным медиком. Афганистан, Ирак, полевые госпитали, эвакуации под огнем, десятки операций при свете переносных ламп. Награды и благодарности остались в прошлом. На гражданке ее военный диплом не признали. В Бостоне, где она пыталась устроиться по специальности, ей везде отказывали. В итоге она переехала в Филадельфию и согласилась на единственную доступную вакансию – санитарки в старом городском госпитале. Она работала молча, наблюдала, запоминала. Иногда незаметно подсказывала младшему персоналу, если видела ошибку. Кто-то прислушивался, кто-то раздражался. Особенно Лорен Брукс, амбициозная молодая медсестра из обеспеченной семьи. Для нее Меган была просто уборщицей, женщиной без будущего. Все изменилось одной холодной мартовской ночью. На трассе I-95 произошла крупная авария. В приемное отделение одновременно доставили 5 пострадавших. Дежурил молодой врач, растерянный, почти парализованный паникой. Кровь, крики, нехватка рук. В тот момент Меган шагнула вперед. Она быстро провела сортировку, определила, кому нужна срочная операция, кому немедленная помощь на месте. Четко раздавала указания, действовала без лишних слов. Когда у одной из пациенток развился напряженный пневмоторакс, Меган выполнила декомпрессию, уверенно, точно, как делала десятки раз в зоне боевых действий. К утру все 5 были живы. История быстро дошла до руководства. Оказалось, что спасенная женщина, супруга влиятельного сенатора штата Пенсильвания. Начались проверки, разговоры, публикации в прессе. Журналисты писали о ветеране, вынужденном мыть полы из-за бюрократии. В госпитале отношение к Меган изменилось, от неловкого уважения до искреннего признания. Через несколько недель в отделение приехал генерал медицинской службы армии США Ричард Хейс, ее бывший командир. Он прошел по коридору в парадной форме и при всем персонале отдал честь санитарке с шваброй в руках. Для многих это стало моментом прозрения. Они увидели в ней не уборщицу, а офицера и профессионала. Благодаря его вмешательству и общественному резонансу ее квалификацию официально признали. Меган прошла ускоренные курсы и вернулась в тот же госпиталь уже дипломированной медсестрой. Позже ей предложили должность старшей медсестры отделения. Она осталась в Филадельфии. Не из-за карьеры и не ради громких историй. Просто потому, что знала, ее место там, где она нужна. Люди продолжали поступать в приемное отделение, сирены скорых по-прежнему разрывали ночной воздух. И каждый раз, когда начинался хаос, Меган действовала спокойно и точно. Ее больше не называли старушкой. Теперь ее имя произносили с уважением. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.